Это видео, наверное, было самым запрашиваемым за последний год, наверное, а именно рассказать реальные способы применения искусственного интеллекта в жизнь, в работу. Что пользуется спросом у предпринимателей, по крайней мере, которые мне пишут, как искусственный интеллект внедряют предприниматели в Америке здесь, в Европе, и какие услуги уже создаются и которые, соответственно, вы можете предлагать, и все это без навыков программирования. Потому что большинство из этих услуг я сама предлагаю уже больше полугода, и вы знаете, что я не программист. Поехали. Первая и, наверное, самая популярная сейчас сфера в искусственном интеллекте является AI-ассистенты. Эту сферу можно разделить на несколько подпунктов. И начнем мы с персонализированных GPTs под те или иные задачи. GPTs — это такие настраиваемые боты с искусственным интеллектом, которые вы можете обучить на своей базе данных. Такие GPTs в последнее время часто пользуются спросом, потому что, создав или купив хорошо настраиваемые GPTs, компании или предприниматели получают такого узконаправленного помощника с искусственным интеллектом, который помогает им реализовать те или иные задачи, который настроен четко под них. Потому что предпринимателям не нужны все знания, как в самом чате GPT, им нужен инструмент, который будет решать четко поставленную задачу по своим правилам, базам данных, методологиям и так далее. Вы можете создавать подобных ботов абсолютно под разные сферы, например, ботов для написания сценариев, ботов для анализа почтовых сообщений, ботов для анализа документов, для выдачи инструкций, для обучения сотрудников. На самом деле, для всех идей рекомендую посмотреть в чате GPT раздел Explore GPTs, это такой marketplace, где находятся все эти боты GPTs, и вот сколько там есть ботов, а там их просто десятки тысяч, столько и идей. Например, компания по продаже спортивного оборудования решает выйти на Amazon, и у них есть куча товаров, которые нужно правильно описать в карточке товаров. И чтобы не делать это все вручную, компания просто пользуется GPTs. Задача для GPTs это будет заполнять правильно карточку товара, соблюдая все правила Amazon. Соответственно, они загружают всю базу данных со своими товарами со сайта, правилами, критерии площадки, прописывают боту инструкцию, как он должен что заполнять, загружают примеры и все. Теперь просто достаточно им зайти в своего же натренированного бота, написать товар, и бот выдает для этого товара все характеристики, описание и заполняет карточку. Остается только скопировать и вставить. Но этот процесс тоже можно автоматизировать. Создание вот таких вот GPTs на сегодняшний день на разных биржах на самом деле варьируется просто от $200 и до $1000 в зависимости, насколько вы умеете продавать, насколько вы знаете клиента. И это без учета разработки стратегии. То есть клиент вам предоставляет правила для бота, описывает, что он должен знать, предоставляет вам базу знаний, вам остается все это упаковать и создать самого бота. Как создавать такого простого бота, даже у меня есть на YouTube-канале, вы можете посмотреть. Более продвинутый есть на курсе, который я записывала, но сейчас не об этом. Следующий подпункт в этой сфере — это создание AI-ассистентов для сайтов уже. В GPTs и в чате GPT это, конечно, классно, но их можно применять не только в чате, а, например, настроить и подключить его к собственному сайту, либо сайту клиента, и он будет заменять и выполнять функцию менеджера. Такой ассистент на самом деле может выполнять множество разных функций, от каких-то базовых, ответы на часто задаваемые вопросы, до более сложных. Это включать помощь по навигации сайту, подборе продукта, то есть он будет анализировать, что нужно клиенту, и будет правильно под него подбирать. Они работают уже классно даже на этой стадии развития AI. Потому что все помнят эти древесные бесячие боты, да, со всплывающими окнами на сайте. Это совершенно другой уровень, потому что теперь в таком чате не нужно заготавливать какие-то шаблонные ответы, а искусственный интеллект, которого загружена определенная база, общается с клиентом на его языке, подбирает для него нужные вещи. Он также может добавлять ваших клиентов в базу данных, то есть все, кто с ним общался, но, допустим, не совершил покупку. И у вас теперь еще и база данных сохраняется. В общем, очень крутой бот. Изучите и как услугу, и как себе. Цены на такие услуги уже дороже простых GPTs, потому что здесь еще есть и интеграция на сайт, и поддержка, и так далее. И я вам скажу, что рынок сейчас достаточно пустой, то есть нет сформировавшихся цен, от слова совсем пока нет. Насколько просто вы знаете клиента. Поэтому, если вы предприниматель, будьте готовы, что действительно цены очень сильно варьируются. Если вы предлагаете услуги, предлагайте, прям не стесняйтесь, потому что сейчас, во-первых, очень мало людей, которые предлагают такие услуги, во-вторых, еще нет цены. Еще одним подпунктом будет интеграция создания AI-ассистентов для соцсетей. Например, вы можете интегрировать этот же бот GPTs, чтобы человек его использовал не в чате GPT, а, например, в Телеграме. Множество предпринимателей не хотят регистрироваться, заходить на какие-то определенные сайты. Они хотят получить мгновенную помощь у себя же в мессенджере. Например, GPT-бухгалтер, GPT-менеджер, GPT-сценарист, где прямо в Телеграме ты с ним общаешься, он настроен под тебя. Здесь в Америке очень пользуются такие ассистенты для WhatsApp, для Facebook и для Instagram.
И такие и помощники сейчас нужны каждому блогеру, бизнесу, вообще всем, кто ведет соцсети в коммерческих целях. Потому что они могут как отвечать быстренько на вопросы, также они могут анализировать аудиторию, они могут создавать воронки продаж. То есть ИИ делает весь этот процесс он более гибким, персонализированным. Это действительно получается, как у тебя сотрудник, которому не нужно платить зарплату. И ключевой момент этой услуги – это интеграция для тех, кто будет продавать эти услуги. То есть у клиента есть бот на сайт, у него есть свой GPT, если теперь он хочет его добавить в соцсети, это уже отдельная услуга, которая оплачивается отдельно. И на такие услуги есть спрос. Вообще все, что в этом видео сейчас я рассказываю, я выбрала именно те услуги, на которые есть спрос. И такие автоматизации можно внедрять в разные ниши, например, персонализированные ответы, чтобы ассистент отвечал на часто задаваемые вопросы в соцсетях, в Instagram, Telegram. Либо эти ассистенты могут проводить различнейшие анализы ваших данных или аудитории, то есть такие боты могут анализировать ваших клиентов, понимать их предпочтения, исходя из общения с этим ботом. И бот будет выявлять уже его боли и даже составлять портрет потенциального клиента. И еще вот такие вот боты или даже их пачечка вместе комбо могут полностью создавать контент. То есть можно настроить таких ботов, которые будут брать актуальную информацию, сайты, ее перерабатывать и публиковать в социальные сети после проверки. То есть вообще просто полная автоматизация. Интеграция вот таких вот ботов в сервисе в соцсети, она сугубо индивидуальная, потому что зависит от сложности задачи, да, но в среднем на Upwork берут за интеграцию уже от $300. Также сейчас начинают набирать популярность голосовые помощники, то есть которых внедряют на свою горячую линию или в свой отдел продаж. Эти помощники, они были и раньше, но они отвечали заготовленными шаблонами сообщения с супер роботизированным голосом, что просто отпугивало клиентов. И, кстати, до сих пор есть такие люди. Ищите, это ваши потенциальные клиенты. Я имею в виду бизнесмены, у которых до сих пор такие вот боты. Потому что с появлением ИИ такие голосовых помощников можно настроить просто таким образом, что даже не отличишь от человека. В Америке это сейчас просто пользуется. Даже есть рекламные баннеры, где просто есть телефон и написано «Я лучше, чем человек», что-то я забыла, как называется, просто звонишь, и там тебе отвечает прям бот, уже человек общается как человек, не отличишь. Просто представьте, сколько это может сэкономить вам денег, если вы индивидуальный предприниматель, да. Как, кстати, сказал глава крупнейшей IT-компании Индии, Кривитасан, что ИИ реально может убить большинство колл-центров уже через год, к сожалению. То есть, по сути, вот эти голосовые помощники – это те же боты, о которых мы только что говорили, только которые отвечают голосом и по телефону. И их тоже можно поставить на какую-то конкретную задачу, дать роли, построить общение. Это просто идеально подходит сейчас для индивидуальных предпринимателей, у которых нет большой команды, и так много дел, ты ничего не успеваешь, и ты понимаешь, что окей, и помощник уже будет работать здесь. Если бы у меня сейчас был какой-то продукт, который продается на постоянной основе, и помощник – это просто номер один, что точно нужно иметь. И с такими ботами можно экспериментировать, можно даже открывать какие-то мини-линии психолога даже, загрузить туда знания какие-то определенные в бота, и люди будут звонить по номеру, бот будет с ним общаться. Я уже видела такое в США, скорее всего, скоро и у нас появится. И цена таких услуг стоит от $500. Следующая сфера AI-автоматизация. Боже, это моя самая любимая тема. Я записывала по ней курсы, потому что ИИ изначально предназначены просто все автоматизировать, упрощать нам процессы. И автоматизировать можно практически любые процессы, от написания постов до генерации картинок, создания полноценного поста, дальнейшей публикации в соцсети. То есть можно настраивать разные автоматизации и соединять их между собой. Это может быть процесс аналитики, записи, копирайтинга, вообще все, что связано с автоматическими рутинными задачами, которые можно повторить. И эта сфера еще более дорогая, так как требуется знание и навыка не только создания этих ботов, но и интеграция с разными сервисами. Опять же, для этого не нужны навыки программирования, просто нужно разобраться, как это интегрировать в разные сервисы. Примеров автоматизации очень много. Можно создавать автоматизации от автопубликации контента, используя разные сервисы, до автоматического анализа данных, таблиц, например. Можно настраивать помощника, который будет отвечать на вопросы покупателей в интернет-магазинах, помогать им с выбором товаров, сообщать о специальных предложениях, потом их записывать, потом же им же писать на почту, потом ему и звонить. То есть вы понимаете, да, то есть это можно настроить на каждом этапе какую-то определенную автоматизацию. Либо ее настраивается там, где у тебя больше всего тратится времени на такую рутину, которую ты не любишь делать и которую AI заменит. То есть это должна быть какая-то конкретная задача. Автоматизировать, кстати, можно сейчас тоже пользоваться спросом обучения сотрудников вместо HR.
подключается вот такой вот бот с ИИ, который обучает сотрудника полностью, что ему нужно изучить, что ему нужно сделать. Он ему уже задает разные вопросы, проверяет этого сотрудника. И в конце еще и выдает тебе, как твоему предпринимателю, еще и анализ, статистику по этому сотруднику. Кстати, для этого можно использовать как просто в текстовом режиме, так и создавать специального 3D-аватара, который вот так вот общается на телефоне с твоим сотрудником. И даже проводить такие вот виртуальные собеседования. Также работа с таблицами, анализы данных, каздевы, счета, сметы, то есть все это можно в разы упростить. Например, если у вас есть множество таблиц, куда записываются разные данные, например, ИИ может объединить всю эту информацию в одну систему. Или может анализировать все, что вы ему скажете. Мне в прошлый раз ИИ, кстати, помог в продажах. Вот именно я ему загрузила разные системы, там кучу промптов написала, и он мне составил и название, и программу, и как продажи, и что людям говорить. В общем, это была сказка. Честно говоря, без его помощи, во-первых, я бы не сделала так быстро, и не факт, что так качественно. То есть на мне лично проверено, очень классно работает. Конечно же, то, что испробовано лично мной, я даю на курсах, которые я записываю. Грех не поделиться успехом. Окей, следующая идея для заработка на AI – это создание и продажа ботов в Telegram. То есть вы, наверное, видели таких ботов в Telegram, которые включают в себя GPT, Midjourney, и они продаются под лозунгом, что тебе не нужен чат GPT. Действительно, тебе не нужен аккаунт чата GPT, и тебе не нужно платить подписку, потому что за тебя это сделали вы. То есть вы, а-ля разработчики, только для этого не нужно кодить, вы подключили все нужные сервисы в Telegram, и потом просто зарабатываете либо на подписке на этот бот, либо на рекламе. То есть задумка в следующем: вы можете создавать ботов в Телеграме, которые будут работать как GPTs в чате GPT. Таких ботов очень легко создавать на супер узконаправленные какие-то тематики, например, бот-юрист, который отвечает на юридические вопросы, помогает составлять типовые документы и так далее. Или там бот-дизайнер, он предоставляет какие-то базовые услуги по дизайну, такие как создание логотипов, баннеров для социальных сетей и другие там графические материалы. И таким образом вы создаете себе сетку таких ботов, которые в дальнейшем можно потом монетизировать, продавая рекламу или подписку на этих ботов. Идей для создания вот таких вот ботов просто уйма. Заходите опять же в чат GPT, Explore GPTs на рынок и смотрите, какие там есть GPTs, можете повторять такие GPTs и подключать в Telegram-канал. Окей, еще одна бизнес-идея – это вот те же сервисы, только на сайты. Например, не все, особенно англоязычные люди в Америке, сейчас они ненавидят Telegram, кстати, почему-то, хотя я считаю, что это очень мега удобно. Они предпочитают сайты. Окей, можно подключать эти же GPTs только на одностраничные сайты. Создаете одностраничные сайты, встраиваете в них те же натренированные классно на узконаправленные GPTs на конкретную тему, тот же юрист, тот же психолог или там AI, который проверяет текст, написанный AI, то есть переписывает, либо планировать путешествие. Я сейчас живу в хаусе, в стартап-хаусе в Америке, и здесь у нас девочка тоже создала такое АИшку, которая помогает выбирать подарки. Тоже натренировала, подключила к сайту одностраничнику, пожалуйста, вот у нее ее AI. Сайты монетизируются также, это либо ревки, это либо реклама, это либо подписка на такие вот сервисы. А если вы предприниматель, просто подумайте, на какие сейчас задачи вы тратите больше всего времени, создайте такой GPT чисто для вас. Подключите на сайт, например, финансовый помощник. Вот вам, пожалуйста, идея крутая. Если вам она нравится, то, скорее всего, понравится и откликнется другим. И напоследок, конечно же, AI – сфера контента. AI в сфере контента достаточно обширная, и тут каждый может найти для себя применение, потому что AI создает любого рода контент, но из этой сферы я хочу выделить нишу именно 3D AI аватаров, потому что это очень сейчас прибыльная бизнес-идея, благодаря сегодняшним возможностям, которые уже есть. И можно создавать таких аватаров, которые будут разговаривать с тобой на сайтах, в магазинах, в приложениях. Такого аватара можно загрузить в базу знаний, чтобы он отвечал прям как нужно. Это будет оцифрованный человек. Он будет также разговаривать тем же голосом, знать практически все, что и оригинал аватара. Интеграция таких решений сейчас очень перспективная, и цены варьируются от сложности задач от вашего клиента, что вообще он хочет, как он это будет использовать. Самой передовой платформой для создания своего реалистичного аватара сейчас является HeyGen. Я сама уже его использую. Уже в нескольких YouTube роликах мне AI-аватар мой помогает записывать ролики. Если вы заметили, можете поискать, какие ролики. Наконец-то я дошла до ТикТока. Скоро будут и в ТикТоке появляться. Кстати, тоже у меня будет эксперимент. Можете подписаться, где я буду создавать чисто контент, даже написанным AI, где будет присутствовать мой цифровой аватар. Наконец-то я до этого добралась. Эти способы проверены лично мной, поэтому я в них уверена. Вы, кстати, можете им научиться на курсе, который я записывала для AI Education. Переходите в бот, он будет в описании под видео, пишите слово AI, и 10 мая вам отправят дату старта продаж.
А, да, бонусиком там вы еще получите файлик с планом по монетизации с помощью AI и узнаете, сколько с этого можно зарабатывать. А кто когда-либо заполнял анкету предзаписи у меня, проверяйте почты, вам отправят всю информацию туда. Это было все. Надеюсь, у вас появилось множество идей. Мы с вами увидимся в следующем ролике.